Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, создание вечной жизни из сознания человека. В данной теме я показываю, каким образом, во-первых, вообще структуру жизни организовывать и создавать реальную жизнь из элемента создания. То есть мы берем элемент созданного какого-то вещества, элемент созданного пространства, и из этого элемента, фактически некого создания, мы создаем следующий элемент, да, то есть первичным является уровень сознания, где мы на структуре собственного сознания выращиваем фактически жизнь, например, там собственную жизнь. Для того, чтобы жизнь была вечной, мы делаем связки таким образом, чтобы опорное управление шло на структурах прошлого. Тогда получается, что мы все время имеем точку в прошлом, где сознание существовало, человека, например, да, и на этом элементе сознания строим следующую структуру жизни. Поэтому в данном элементе управления важно уметь строить структуру жизни на уровне локальных систем. Например, человеку там можно построить структуру жизни в каком-то там локальном органе, например, да? Или, предположим, сознание человека помнит, каким является образ человека, тогда получается, что можно возле этой некой матрицы построить жизнь. То есть, фактически, как делает Бог? Он строит возле некой известной картины. Да? То есть образ человека, и строится жизнь в этой точке и в этом уровне управления. Поэтому, делая подобное, нужно прежде всего рассматривать внутреннее содержимое жизни в пространстве управления или в пространстве действия. Вот, например, человек имеет какой-то образ, ему нужно довоссоздать, да, себя в этой точке, и тогда получается, что кроме того, что есть форма, внешняя форма, ведь Бог создает как-то не только потому, что Он имеет просто какую-то форму, Он воссоздает жизнь, потому что есть Его внутреннее понимание жизни, вот понимание Бога, как в этой точке существует жизнь, например. И если это вот понять, это действие, то можно регенерировать практически любую ткань человека. То есть просто создавать в конкретном месте конкретный орган фактически, то есть конкретную даже часть тела, так скажем. И когда мы, например, делаем управление такого типа, нужно прежде всего посмотреть, каким образом человек, собственно говоря, мыслит на уровне именно элемента сознания. Вот здесь очень важно, что можно, например, душой взять и организовать тело. Это как бы единый импульс и все. И получается, что мы саму структуру можем воспринимать как разовое действие, хотя мы можем углубиться в структуру действия души, но это уже будет другая технология, и получается, что здесь разовый импульс не отличается от технологического уровня познания. В структуре сознания это логическая больше фаза управления. Это получается, что здесь именно память человека о том, что он, например, своим сознанием соприкасался с каким-то элементом реальности, и означает как бы внутреннюю память самого сознания. Вот, то есть сознание содержит некий элемент, который означает взаимодействие, да, с другой системой. И вот когда начинается взаимодействие, то там возникает достаточно большой уровень неких как бы информативных данных, где уже само построение имеет как бы технологический ракурс, именно, например, структуры тела, да, или структуры жизни. И получается, что Бог при создании, например, там, элемента материи, Он очень четко должен понимать любую связь в динамике, причем, да, в вечном развитии каждого элемента материи со всей внешней средой. Но здесь основным элементом является то, что Бог должен видеть связь с внутренним элементом как бы самого элемента сознания. То есть фактически это некая такая система, которая работает внутри себя, да, то есть внутри некой автономной среды. Ведь тело так устроено, это автономная среда, и эта среда, так скажем, тело существует в структуре неких внутренних параметров. В целом организм это понятно, но в данном случае мы говорим о том, чтобы уметь создавать любую ткань. То есть вот, в принципе, например, человек захотел и создал себе там часть тела, предположим, да?
тогда получается, что вот здесь вот управление, оно такое, что достаточно в сознании иметь некую такую внутреннюю память, что там часть тела в этом месте, ну, как бы должна быть, да, получается, в каком-то месте. И получается, раз такая информация существует, то она является основой для того, чтобы эта часть тела была. Но это относится, естественно, ко всему организму. Но если мы умеем строить, например, из сознания какой-то один элемент, то, понятно, можно построить любой другой. Это унифицированная такая система управления, поэтому получается, что вот этот уровень некого света, да, некого знания или даже некой среды, там, что относится к понятию сознания человека, где происходит вот выращивание тела в динамике, например, это есть именно вот контекст этого управления по сегодняшнему семинару, чтобы суметь из этой среды вырастить структуру жизни, ну, тела, например. И дальше уже мы видим, что понятие жизни это все-таки уже более такое общее, всеобщее понятие. Есть понятие, например, там, всеобщей жизни. Ну, в целом, например, что есть жизнь локально, да, это какая-то конкретная среда управления, а всеобщая жизнь это тоже некая информация. И вот мы, например, когда начинаем работать просто как именно с информацией, то мы видим свое физическое тело как бы из бесконечного будущего. Ведь из бесконечного будущего можно рассмотреть любой элемент реальности. Просто нужно выйти в структуру управления куда-нибудь в бесконечность и оттуда посмотреть на себя. Тогда получается, что физическое тело фактически это есть уровень развития какой-то там текущей точки реальности в бесконечность, в будущее. То есть как бы вытягивание образа именно в структуру бесконечного развития. То есть фактически это выглядит на информации так, что свет текущего события как бы вытягивается в будущее. Вы находитесь в будущем и начинаете к себе тянуть этот свет. Так организовывается, например, физическая материя. Да? То есть, чтобы, например, излечить по данной технологии заболевания, нужно растянутый свет, образ ваш, как бы, который проецируется в бесконечность, со стороны просто пронаблюдать и посмотреть, где какие-то проблемы, и эти проблемы просто изъять в управлении. Это как бы в том числе и получается управление за счет внешнего наблюдения. И это, кстати, достаточно хороший уровень целительства в условиях именно когда вы делаете, например, там быстротечное какое-то нужно сделать управление, которое вот быстро как бы по времени именно в динамике изменяется, как бы быстро течет как время. То есть действует так, как действует время. Управление, которое неразличимо от времени. Если его там отделить, то получается, что мы на бесконечном удалении управление не различаем от времени в пространстве. То есть мы имеем фактически такое же время в управлении, как и время как таковое, существующее в информации. То есть мы все больше признаков внешней среды начинаем воспринимать как структуру собственного сознания. Тогда получается, что исходя из этого, чтобы построить такое управление, значит, сделать так, чтобы там ваш контур, да, вашего там физического тела, например, был конкретно в информации, значит, создан, выровнен за счет структуры внешнего управления, вам нужно большее количество внешних объектов информации как бы воспринять. Вот как Бог, например, сделал систему локальной, то есть как он получил плотное физическое тело. Просто-навсего все внешние объекты информации были восприняты, получается, им где-то в элементе сознания Бога. И получается, что физическое тело получилось как структура, которая находится вне этой информации. Самый простой прием – взять, рассмотреть всю существующую информацию, как бы выделить отсюда физическое тело. И тело как бы, выглядит это так в информации, что как бы оно из точки управления такого типа получается уже в готовом виде. Да? То есть все элементы мира содержат информацию о физическом теле. Тогда получается, что мы, рассмотрев их, сразу попадаем в физическое тело. То есть
тело находится вне фазы управления. То есть тело — это контролирующая система над внешней информацией. Это как бы идеологическая сущность создания. Вы получаете тогда структуру своего тела и реально физическое тело, находясь в этой позиции, да, в этой точке зрения. Но когда мы рассматриваем сам элемент именно создания какой-то там реальности или сам элемент сознания, то мы должны пользоваться только этим элементом часто. То есть мы можем не ставить вопрос выход во внешнее управление, можем не ставить вопрос так, что мы должны находиться вне системы управления, то есть контролировать систему управления. Часто человек находится в условиях, когда он не ставит перед собой такую задачу, он просто должен в естественных условиях иметь, например, вечное физическое тело. Тогда, получается, он должен быть способен вырастить физическое тело в нужной точке пространства-времени. А для этого он должен уметь распределять информацию по телу так, чтобы тело как бы, значит, ну, если так вот рассматривать процесс более в общем понимании, тело как бы врастает в информационно-физическую реальность в этой точке. То есть вы делаете управление, ставите задачу так, чтобы из вашего элемента сознания тело как бы врастало в физическую реальность в этой точке, как бы расширялось фактически, да, в информации. И вы получаете, что в этой точке ваше физическое тело есть, например, да? Но у человека оно и так есть. То есть здесь получается, что задача управления состоит в том, чтобы с точки зрения вечного развития иметь этот механизм как просто механизм практически с точки зрения, там, например, ну, оздоровления человека или там, самовосстановления в случаях, если человек считает, что он должен здесь самовосстановиться. Он может быть, например, ну, там, физически даже может быть здоровым человеком, вообще во всех отношениях здоров, но он может, например, поставить задачу, для вечного развития ему же нужен какой-то тренинг в управлении. Он же должен уметь четко понимать, что он способен сделать, да, предположим, в управлении. Тогда получается, что он должен все-таки уметь работать с физическим телом в том числе. Ведь в структуре вечного развития нужно уметь работать с любой системой так, чтобы эта система была полностью подконтрольна, например, системе вашего сознания. Тогда получается, что он должен работать так, чтобы, во-первых, физическое тело, ну, оставалось здоровым, да, все параметры развития были благоприятны, тем не менее он должен уметь управлять системой, то есть он должен как бы войти во внутреннюю структуру системы и четко понимать, что он управляет системой в любой ситуации. Например, Бог как делает? Он же всегда абсолютно здоров, он имеет там вечное развитие, но он же все равно управляет своим телом. То есть, получается, из какой точки тогда он управляет? Как он вообще создает тело? Вот в этом случае, что ему нужно, вот механизм его создания в чем состоит? И получается, что исходя из, ну, как бы вот таких вопросов, что ли, управления, видно, что у Бога как раз-таки вопрос, это часто вопрос внешний. То есть, например, и у человека, кстати, то же самое, вот здесь абсолютно совпадает, есть точки совпадения на уровне как бы ментального действия, на уровне сознания. Если существует точка зрения, что тело может быть там каким-то образом преобразовано за счет там внешнего воздействия, некой там болезни, ситуации, ну как бы неблагоприятно, да, то получается в коллективном сознании эта точка зрения может быть, да, она существует. И тогда работа ведется уже с сегментом сознания, что коли такое возможно, то давайте вот работать в этом направлении, чтобы такое было невозможно, то есть тело, чтобы было вечно, да, тогда что в этом случае нужно делать? То есть при там здоровом теле в том числе, ну, кому нужно оздоровиться, тот может таким образом просто оздоравливаться. А для здоровых людей, даже при условии благоприятных событий в управлении, вот введение управления, когда просто исключается эта форма коллективного сознания, так скажем, где есть некие возможности воздействия на тело, вот здесь получается это основная работа. То есть Бог фактически работает с внешней средой, получается, с системой внешнего сознания, то есть он обучает вечному развитию, дает там следующие знания и так далее. Да? То есть он показывает структуру вечного развития каждому конкретному человеку, тогда эта система знаний становится более расширенной и уменьшается количество
информация, значит, именно той информации, которая соответствует тому, что, ну, может быть некая неблагоприятная система в отношении физического тела. Но так как тело, ну, как обычный, да, физический элемент, физическая там система в реальности, хотя, может быть, не совсем обычная, есть управление, которое покажет, что тело вечное. То есть можно в любом уровне выйти в то управление и сохранить вечность тела. То есть обеспечить фактически его за счет как бы разового управления, но это будет, опять-таки, в большей степени часто действие души, духа, например, или там сознания в том числе. В данном случае мы рассмотрим все-таки именно элемент сознания, что мы спокойно, методично, за счет того, что мы там помним или знаем, что физическое тело так-то выглядит и так-то должно ощущаться, предположим, мы строим физическое тело. Значит, и исходя из этого критерия именно взаимодействия с коллективным сознанием, как бы исключение из коллективного сознания вот этой фазы, как я уже повторяюсь, возможности воздействия на тело, ну, как бы неблагоприятного воздействия, мы рассматриваем фактически работу Бога, то есть видим лицо Бога. Как он вообще воспринимает, физически воспринимает, например, как он смотрит, реагирует на эту информацию. И когда мы видим лицо, мы видим чувственный уровень его восприятия. И вот чувство Бога — это первое отделение внешней реальности от его как бы физического лица, да? Первое чувство, выделение структуры чувства. Там, где структура сознания переходит в чувственный уровень. И здесь, кстати, часто решается вопрос влечения основного количества, как правило, там, например, если какие-то, возможно, сложные заболевания в коллективном сознании, то здесь есть мощные механизмы лечения фактически. Вот именно в структуре перехода сознания в некую другую там систему управления, ну, как бы одного состояния сознания. Чувство — это тоже система сознания. И вот внутренние переходы — это и система, где Бог выделяет структуру, то есть Он берет, например, моноструктуру сознания и начинает рассматривать внутри этой системы какие-то переходы. Это получается, когда Он начинает рассматривать, Он приобретает структуру физического тела человека. Значит, первая аксиома такого управления — это умение рассмотреть структуру собственного сознания и за счет как бы аналитического там мышления получить собственную форму. Значит, форма человека — это есть результат собственного мышления в данном случае. И исходя из этого мы можем все время получать свою собственную форму за счет того, что мы мыслим в какой-то конкретной величине, в какой-то конкретной точке. То есть, значит, мысль как структура, которая как бы стягивает реальность в тело человека. То есть концентрация мыслей, и вы приобретаете там обычное физическое тело, например, да, и при этом все явления мира начинают концентрироваться вокруг вашей мысли, то есть стягиваться в эту мысль. Значит, это особое природное мышление. Нужно уметь отслеживать мысль так, чтобы явления как бы стекались в вашу мысль, все явления мира, а не наоборот там растекались, предположим. Для этого ничего там сложного нет, надо просто усилием управления просто брать и все явления вот, ну, как бы сводить в структуру мышления, в эту точку. Там, мышление — это, например, там сфероидальная система, все явления мира, ну, какая-то информация светящаяся, берете, вводите. Со временем вы увидите, что это естественный процесс. В мысли существует такой элемент, все явления мира. Но мы, например, можем не замечать, а можем замечать этот сегмент. В данном случае надо на него обратить внимание, сконцентрироваться опять, да? Но концентрация имеет более пролонгированный характер, и за счет концентрации вы организуете свое собственное физическое тело. Получается, что Бог, восприняв внешнюю реальность, заимел физическое тело. Ну, вот в этом виде, если в прямом понимании. То есть ему было достаточно, получается, один импульс вывести в управление, любой импульс, он получает физическое тело, вечное сразу. Значит, исходя из этого, мы практически должны здесь, вот здесь вот именно продумать этот элемент, как у Бога получилось, например, там, с разового импульса это получить. Дело в том, что здесь, если мы рассматриваем там, жизнь человека как элемент, ну, пролонгированный, да, по времени, и где все время стоит задача
например, в вечном развитии доказать, что вечное развитие — это системный уровень, который не зависит от обстоятельств, то есть это умение человека фактически. Вечная жизнь — это умение человека жить вечно. А умение должно чем-то подтверждаться. Да? В данном случае получается, что мы говорим о том, что человек находит это умение и даже в условиях благоприятной совершенно ситуации это умение развивает. То есть фактически он четко должен понимать, что он создает, например, да, как саму жизнь, там, как саму структуру, там, предположим, физического тела в том числе, и понимает, что контролируемость этой системы такова, что действительно это делает он, сам человек. Как можно, не затрагивая систему, убедиться, что это делаете вы? Жизнь не так существует, да, у человека. Существует коллективное сознание, и за счет того, что много людей начинает работать, например, по технологиям вечного развития, как следствие, естественно, человек становится все более вечным, если даже он ничего не делает. А в данном случае задача стоит в том, чтобы выработать свою структуру умения. Пусть все умеют, например, но при этом нужно уметь делать самостоятельно все равно. Потому что, например, надеяться, что внешняя структура коллективного сознания выведет, ну, может быть, там первый миллиард лет она выведет, так, образно говоря, а дальше, да? То есть человек должен уметь четко понимать, что лично делает он. И вот именно четкое понимание личностного именно аспекта действия, то есть в импульсе выведенный личностный аспект действия у Бога привел к тому, что Бог в едином импульсе стал вечным. То есть это понимание в любом, как бы даже случайном импульсе полностью всей сущности ситуации. Но понимание не в самом, может быть, даже импульсе, а понимание в структуре как бы более всеобщей. То есть любая совершенно обобщенная система, да, мира содержит полное знание всей информации. Вот, ну, с точки зрения сознания Бога. То есть Бог не обязательно там черпает знания бесконечно откуда-то, ведь Бог все равно все знает. То ему как бы не надо ничего черпать. Как он умудряется, ничего не черпая, да, сохранять полное управление? То есть все знать. Вот только за счет первый самый простой элемент, когда фоновый уровень сознания, как бы, ну, величина, не означающая каких-то специальных знаний, в глубине имеет все знания, и Бог это понимает. То есть это значит структура понимания. С точки зрения человека это выглядит как понимание. У Бога это выглядит как просто создание информации в структуру собственного саморазвития. То есть он же может в сторону себя создать любую информацию. То есть там даже понятие понимания не выглядит как бы в прямом смысле как у человека. Там получается, что он создает эту структуру себе, более ранняя система развития. А для человеческого понимания это структура понимания. Получается, что исходя из того, чтобы у человека и у Бога были одинаковые структуры восприятия, вот, да, в структуре познания, элементом является умение понимать как бы внешним чувством, внешним пониманием, то есть не затрагивая сущность явления. То есть умение все понимать, но не анализируя систему. Когда мы, значит, выводим этот уровень управления как бы за пределы, значит, ну, какого-то локального объекта, да, куда-то в бесконечности, и мы видим, что в этом случае вот именно структура, вот организация именно автономного физического тела, она заключается в том, чтобы внешне вот это бесконечное понимание где-то в совершенно внешней области содержало бы четкую структуру информации о вашем физическом теле или там любого другого человека, кем вы занимаетесь, например, или всех людей сразу. То есть умение в любой отвлеченной информации, которая понятна, но которую там не надо там понимать, например, там раскладывать по полочкам, вам и так все понятно, да, в этой области. В любой информации есть уровень, который всегда понятен. Даже если что-то там, ну, непонятно в целом, все равно что-то есть совершенно понятное в этой области. И вот выделение аспектов понимания, которые содержат информацию о физическом теле, это еще один элемент, то есть следующий именно аксиоматический уровень построения вашего физического тела за счет элементов сознания. Это же сознание. Сознание, которое не содержит в явном виде систему построения,
но в глубине которого существует знание о вашем физическом теле. Вот вы еще раз получили некую волну сжатия, да, вокруг вашего физического тела. Следующий уровень мира вам дает ваше же физическое тело и так далее. То есть таких как бы элементов сжатия можно набрать сколько угодно, в принципе, да, анализируя дальше и дальше, там, как вот Бог там создавал свое физическое тело. А дальше, когда мы уже наберем, там, например, там, бесконечное количество таких элементов, мы переходим к тому, что кроме того, что мы там, сжимаем информацию, получаем, например, собственное физическое тело, то есть мы тогда уже не зависим, да, получается, от физического тела, мы можем его просто собрать за счет просто внешней информации, отталкиваясь от любой внешней системы. То есть это, в общем-то, выглядит как благоприятная, скажем так, система, что есть внешняя система, и можно всегда собрать собственное физическое тело, но здесь есть достаточно такой серьезный момент в управлении, что мы не можем, например, выйти из точки, именно структурной точки собственного физического тела, как бы считать, что мы всегда можем собрать за счет внешней информации, потому что основной опорой для именно вечной жизни человека является то, что физическое тело вечно живет, и чем дальше, тем более благоприятно должна складываться ситуация, то есть более устойчивое управление, мастерство возрастает, значит, меньше возможностей того, что физическое тело будет иметь какие-то проблемы и так далее. И получается, что выйти из управления, как бы считая, что мы в случае каких-то проблем можно за счет внешней информации собрать, становится все меньше. Чем больше человек развивается, тем более он больше опирается как бы на свое физическое тело все-таки. Опять стоит задача внутреннего самоуправления, исходя из только лишь фактически контуров физического тела собственного. И вот здесь вот возникает уже следующий элемент, где вы по собственному физическому телу строите очень четкий уровень, фактически как бы себя, да, в структуре своего сознания. То есть берете и отделяете физическое тело человека, например, да, от внешней там, именно среды, вот, которая соприкасается, то есть это, как правило, воздух, да, если он плывет, это вода и так далее. То есть умение нарисовать свой собственный образ выглядит это так, как будто бы вы просто как бы отделяете структуру образа в реальности от некого такого уровня пересечения с внешней средой. И, кстати, характерный на скрытом уровне звук существует. Как будто пласт внешней среды, как вот целлофан отлипает, например, от физического тела. То есть вы себя строите, да, фактически спокойно строите. И вот когда мы начинаем исходить из того, а где вы берете ресурс, как себя можно строить внутри себя, да, получается. А все-таки здесь можно именно внутри себя строить, то есть вы работаете как бы вне себя, на уровне там, восприятия, да, на уровне там, действия, а реально работа происходит внутри, и вы смотрите на себя же. То есть, получается, в этой технологии важно видеть внутри себя, самого же себя, и четко видеть, как идет отделение образа, значит, от внешней среды. Вот одна из технологий вечного развития, вечной жизни, когда элемент сознания построен так, что вы освоили технологию выделения собственного образа. Реально это даже не только, это вообще-то не так вот выглядит, как просто выделение. Реально это конкретное создание образа. То есть в любой момент вы создаете собственную структуру собственного организма. Тогда получается, что в принципе, поработав с такой технологией или там, передав ее, да, какому-то количеству людей, вы видите, что, кстати, чем вы больше передаете, тем эффективнее вы сами будете с ней работать. Вы видите, что действительно есть структура в информации управления, не умозрительная какая-то структура, а именно в управлении, что касается реальных процессов, что можно построить собственную структуру физического тела таким образом. И почему именно я начал с локальных элементов, тело всегда в целом виде должно восприниматься, тем не менее, ведь вы же начинаете строить
отделять структуру тела все-таки в локальном уровне. Там, когда человек рождается, он рождается, значит, не сразу, да, весь частями, значит, тело появляется. Поэтому получается вот принцип, значит, именно взаимодействия. Здесь, конечно, не такая ситуация, как в родах, но тем не менее это вот выделение структуры тела, работа с конкретным элементом, который нужно, например, либо там оздоровить, да, либо, например, там ввести в структуру там тренингового плана управления, вы должны уметь создавать этот элемент. И здесь следующий уже элемент, вот если посмотреть, как дальше делает Бог, то в этом уровне можно из физического тела увидеть действие Бога тогда, с физического тела. То есть, чтобы ваше физическое тело, ну, например, глазами, да, восприняло действие Бога, то есть вы смогли увидеть физическим зрением. Сигнал попадает на физическое зрение. Можно считать часто, что сигнал там это просто память или там мышление, а в данном случае сигнал попадает на физическое зрение. И через физическое зрение восстанавливается весь организм тогда, кстати. Значит, и здесь вы можете видеть, почему при рассмотрении, например, да, Бога с точки зрения, там, предположим, одного взгляда можно видеть человека, ну, просто физическое тело человека и все, да. А с другой стороны, видна бесконечность. Вот. Ведь попадающий сигнал уже бесконечен, раз вы видите Бога. И получается, идет восприятие, например, там, бесконечного уровня. Сигнал, идущий через физическое зрение, попадает сразу на душу человека. То есть структура сознания в данном случае устроена так, что значит, душа человека содержится как уровень, который воспринимается через сознание. Именно информация, то есть взгляд Бога, идущий через физическое зрение, который попадает в душу человека, и вот стыковка четко на уровне сознания воспринимается. То есть формулируется совершенно конкретный уровень вопросов и ответов в виде слов, например, что нужно там сделать, откуда вообще вот берутся слова в виде вопросов. Вот если вот задуматься, каждый тип там, слов может быть взят из ситуации, да? Но вообще вот откуда появился уровень вопросов? Ведь Бог, например, он все знает. Тогда получается, по аналогии у человека же тоже не должно быть, ну, вопросов как таковых, как бы в прямом, что ли, понимании, да? По подобию человек должен где-то вопросы себе находить. Он должен создавать область, которая как бы неизвестна или там не контролируется, да? Получается. Значит, и вот ведь все в мире создается, даже эта область должна как-то создаваться человеком на каком-то уровне. В чем, например, отличие человека от Бога? Человек себе создает вот эту область, которая является областью неопределенности, получается. И исходя из этого, мы, чтобы быть там, более подобными, да, Богу или там, идеально подобными, мы должны эту область меньше реализовывать в управлении. То есть область, которая относится к системе неопределенных координат, там, где ну, ситуация как бы не совсем определена, должна становиться меньше. И вообще потом из управления исключаться в каких-то случаях, или вообще ее не должно быть, например. Да? Тогда получается, что когда вы начинаете эту область выводить как бы из уровня управления в структуру, предположим, там, вечного развития, то в вечном развитии все равно любая область становится проявленной. В какой-то точке управления она становится управленной. То есть это получается просто технология. Если у вас есть время, вы можете эту область взять, рассмотреть, как ее свечение этой области в будущее распространяется, и в любой точке иметь элемент познания над этой областью, где как бы что-то непонятно. То есть у человека тоже есть механизм выхода в полное управление, но для этого ему нужно просто время, на которое он может тратить ну, свое сознание, да, конструировать или не конструировать. То есть получается время как структура выбора в решении человека. Сознание он уделяет этому или не уделяет собственное сознание. Сознание как элемент приложения к чему-то. Ну, это не совсем философия в данном случае. В данном случае это видно прям в управлении, выглядит как что
вы можете сознанием выбирать структуру и к ней как-то прилагаться или нет. Вот здесь возникает первичный уровень выбора, что сделал Бог, зачем Он создал именно человека, почему. У него тоже был выбор, например. И вот в первой точке приложения Он решил создать именно человека. То есть фактически выделить свой образ собственный. С точки зрения Бога, Он выделил структуру, которая должна развиваться. Да? То есть Он, значит, создал систему неких неопределенностей. И вот чтобы у Бога было подобное, ну, что у человека относится к системе неопределенности, вот, ведь в построении физического тела здесь важно выделить аспект, что может повлиять на тело, и его исключить. То есть все должно быть четким и определенным, получается, с одной стороны. Вообще со всех сторон, даже во многих случаях. Получается, что у Бога этот элемент связан с следующей системой развития человека. Вот у Бога все равно все определено, да? Но вот именно развитие человека в будущем, так как все-таки человек по образу и подобию создан, то именно его развитие в будущем, где он достигает полного управления, для Бога выглядит как система неопределенности в прошлом. То есть в текущем времени у него нет, но он может создать для себя в прошлом за счет развития человека. При бесконечном развитии все равно человек достигает уже идеального уровня управления, то есть он становится полностью независим от внешней, да, среды. И получается, что тогда у Бога в будущем вопрос решен, вот именно интеграцией, да, скажем, по структуре тела. Но дальше же у Бога стоит задача дальнейшего знания, что создания там, другой материи и так далее. И вот уровень выделения, да, человека, получается, образа человека, выглядит так, что в реальном времени физическое тело человека возникает за счет взаимодействия образа Бога и человека, за счет их как бы взаимных взглядов, получается. Хотя человек может не смотреть в сторону Бога, не обязательно, видимо. Но если он смотрит, он просто быстрее это понимает и быстрее становится более вечным. Да? Или там абсолютно вечным, если он выдерживает, там, например, управление, ну, какое-то время, достаточно для вечного развития. Например, можно там, в течение минуты правильно посмотреть на Бога, вечность обеспечена. За счет того, что именно взаимодействие по реализации подобной системы возникает. То есть вот выглядит это вот опять похоже на уровне как бы выдавливания из информации физического тела человека. Но это не простой вид выдавливания, как бы, а именно что есть Бог, есть человек, и вот они вдвоем в информации находятся, и взаимное как бы действие, да, взаимодействие Бога и человека, и взаимное действие по отношению к чему-либо или к кому-либо в основном приводит к тому, что у них есть вот такой именно образ. Образ Бога и образ человека. И вот разница в образах, то есть человек имеет каждый свой образ, позволяет видеть структуру бесконечного развития. Вот любая разница — это есть бесконечный путь всего внешнего мира. Значит, получается, что то есть, ну, разница во внешнем облике и так далее. Да? Значит, получается, что весь внешний мир, вот с этой точки зрения, развивается в сторону человека и Бога, когда они взаимодействуют. И идеальным уровнем контроля над всем внешним миром является контроль за собственным физическим телом тогда. Вот почему особенно важно еще заниматься контролем над телом, потому что в этом случае мы как раз таки можем управлять внешней реальностью. Значит, получается, что мы, скажем так, все более точно управляем физическим телом, когда мы больше управляем внешним миром. Ну, та же самая система управления. Чем мы точнее решаем задачи через макроспасение, тем, значит, получается, точнее мы управляем физическим телом. Как бы даже не ставя этой задачи, да, получается. То есть тело и так понятно, есть у всех, и вроде бы как даже не обязательно там постоянно заниматься управлением, но здесь тренинг именно управления заключается в том, здесь можно такое слово, как тренинг там, всеобщего управления применить, хотя это не в прямом понимании тренинг как таковой, а именно просто практическая деятельность в управлении,
где вы получаете собственное физическое тело, решая задачи внешнего мира. И здесь единственное существует вот момент, что как только вы начинаете решать задачи внешнего мира, то мир имеет разные формы, разные системы. Вы замечали, что когда много дел, например, структура мышления старается моментально там, выбрать всеобщность какую-то там, то есть получить некий средний коэффициент, во-первых. Если человек делает все дела, например, да, а физическое тело выносит, ну, скажем, там, 90% событий мира, а дальше уже начинается нагрузка, то вот умение вывести управление в одну текущую координату, это как раз-таки опять одна из задач управления или там, проявления физического тела в структуре управления и информации. Ведь в данном случае мы еще говорим о том, чтобы в управлении физическое тело правильно воспринималось, проявлялось, и точная позиция физического тела по отношению ко всем явлениям реальности, это тоже есть управление. Точный элемент сознания в какой-то точке, это уже реализовано управлением. Значит, получается, что следующим элементом управления, как бы третьей аксиомой в данной системе управления является то, что мы элемент сознания вырисовываем таким образом, что как-то его ставим в управлении так, что он определяет структуру всего внешнего мира и физического тела одновременно. То есть следующий уровень, он фактически как бы уровень опорный, ну, некий свет, элемент света, который относится к понятию сознания, является там элементом вашего сознания, каким-то образом вводится в структуру всех связей мира, и таким образом вы получаете как собственное физическое тело за счет там, как бы вот луча света от этого сегмента, так и получается весь внешний мир. То есть концентрация происходит в том, что вы правильно расположили сегмент управления в какой-то точке управления, и вы получаете просто обратное как бы свечение, и получается за счет этого норма. Это, кстати, достаточно сильный элемент управления, связано с тем, что вы показываете многим людям, как это делать сразу. Когда вы занимаетесь только собой непосредственно, то это ваша работа часто более близкая к своей информации, и люди видят, можно передать, но для этого нужны некие усилия, да, специальные. А если вы делаете управление из любого фактически импульса, но самое интенсивное управление, если вы правильно поставили элемент сознания в структуру некой задачи, и мир так стал преобразовываться, что вы именно правильно поставили управление, и тогда вы получили свечение в свою сторону, вот тогда вы получаете естественное физическое тело, которое связано с реализацией, вообще говоря, любых систем управления во всем мире. То есть вы получаете именно в естественном понимании, как вот обычный человек и живет, да? То есть он участвует в системе мироздания, у него есть определенные действия, и его физическое тело имеет, ну, обычный, как бы такой нейтральный, что ли, для восприятия характер, то есть он считает, что это так и должно быть, все нормально, здесь ничего как бы вроде не надо делать дополнительно. И вот чтобы вот эту вот тренинговую некую систему, на самом деле это система управления, уже также определить так, чтобы вы имели не просто там естественный уровень, да, восприятия физического тела, а имели бы и структуру дальнейшего построения именно своего физического тела или там, ну, можно любого другого человека на уровне естественного плана восприятия, то есть на обычном уровне коллективного сознания физическое тело существует, вы воспринимаете любого другого человека, там, например, действуете своим физическим телом, и при всем при этом вы можете наращивать систему управления дальше, то есть делать выходы именно в структуру вечного управления. Вот в чем отличается физическое тело человека на уровне ощущений даже, да, в информации, когда вы работаете. Когда вы работаете в структуре, например, вечности, или когда вы работаете просто по уровню там, каких-то, там, скажем, разовых задач, вот здесь вот, ну, там, задачи там, развития там, долгого, да, или даже бесконечного, но где вы ставите локальные задачи, это вот разница есть. А в вечном развитии сразу четко здесь понятно, что физическое тело
должно именно саморегулироваться. То есть вы должны уметь внутри физического тела находить образы, там, какие-то элементы, которые позволили бы ему самостоятельно именно идти в структуре вечного развития. То есть переход из элемента сознания в физическое тело, где физическое тело именно вечно саморазвивается только потому, что внутри физического тела есть такие механизмы. То есть не надо каких-либо усилий прикладывать, то есть вы можете рассматривать физическое тело таким образом, что там есть ресурс, но при этом, например, там, ну, простой элемент, да, там понятно, что физическое тело в целом, как в структуре там, всеобщего управления, правильно тем, что человек там может произносить какие-то слова, начиная там с детского возраста, начинает произносить и так далее, и так далее. Это связано с функцией сознания человека. А вот если абстрагироваться от понятия сознания, отделить сознание от физического тела, и пусть физическое тело само произносит. То есть никакого элемента сознания не вносится, но работает просто тело. Тело как таковое имеет вечное развитие, если мы, например, не рассматриваем таких понятий, как сознание, то тело должно работать точно так же, да? Иметь полноту всех функций, иметь сознание, иметь душу, там, дух, то есть все атрибуты, которые положены для личности. И здесь получается неотделимость одной системы от другой, да, с одной стороны. Значит, но мы можем показать, что на любом из уровней мы имеем вечное развитие, причем вечное физического тела. То есть в данном случае переход на работу только через физическое тело приводит к тому, что физическое тело приобретает опять всеобщий статус. То есть можно формировать мысль, да, слово сначала в душе или в сознании, потом переводить через физическое тело. Тогда физическое тело автономно, оно воспринимается как обычное тело и имеет автономный статус в информации. Но если воспроизводство этих же там, слов, тех же самых, идет из физического тела, то тогда физическое тело приобретает структуру всеобщности в информации. То есть очень просто, раз бесконечный внешний мир, то если физическое тело воспроизводит аналогию на информацию, оно становится бесконечным, получается, в самовосприятии. Тогда задача человека, чтобы прийти к обычному уровню восприятия тела, тело все-таки локальная система, и уметь контролировать эту систему как локальную, значит, нужно сделать обратный уровень, опять как бы собрать структуру физического тела, структуру бесконечного развития, где каждое будущее событие содержит всю информацию о физическом теле. То есть тело, передав информацию там, внешней среде, став бесконечной информацией, не может быть утеряно, там, например, да, или там, преобразован, потому что каждый элемент содержит всю информацию о теле. То есть нет разрыва между бесконечной информацией и физическим телом. Таким образом мы приходим к закону вот связи тела Бога и внешней информации, где у него тоже нет разрыва, у Бога. И вот изменение, значит, ну, как бы внутреннего содержания, изменение статуса физического тела, то есть изменение событийной структуры за счет мышления, да, Бог промысливает, предположим, какое-то событие, но здесь ведь есть некая такая сложность восприятия у человека, видимо, должна быть, хотя человек все равно воспринимает так же, как воспринимает Бог. Все будущие события Бог сам делает. Значит, если Он делает где-то впереди, в этом случае человек воспринимает так же, как воспринимает Бог, с точки зрения мышления, то получается, что все явления мира пересечены с ним через физическое тело. Да? То есть для чего Богу физическое тело? Чтобы все именно физические явления, в первую очередь, мира вывести в равную систему взаимодействия. Значит, следующий элемент управления – это принцип равенства во взаимодействии. Как только вы переходите в структуру равного отношения, вы опять переходите именно в структуру локального действия физического тела, где через физическое тело действует там душ. Ну, например, мы можем, здесь даже души других людей можно рассмотреть, как действуют.
То есть вот здесь вот очень важно не непосредственно там через тело, а передают информацию, и вы можете что-то принимать, что-то не принимать. И здесь вот структура языка имеет другое именно значение. Вы можете видеть структуру там, разговорной речи, где фрагменты слов имеют другое значение. То есть сейчас это значение одно, там, сократив структуру управления, сократив ряд каких-то промежуточных слов там, да, или там, обычных общепринятых выражений, вы имеете более концентрированную форму управления, то есть другой звук управления при сохранении физического тела, такого же. Да? То есть получается, одним из критериев управления является умение понимать телом информацию будущего, даже если информация сжата. Вот попробуйте прослушать, например, там, в бесконечном будущем, где-то впереди, хотя бы там на 10 лет вперед, да, какое-то предложение, оно сжимается, там часть звуков выпадает. Но физическое тело здесь вот должно воспринять также и там. То есть умение слушать тело, умение работать телом — это еще один из аспектов именно построения физического тела через структуру своего сознания. То есть любые элементы, которые отражены в сознании, реализовывают ваше физическое тело. Таким образом, вы приобретаете вот возможность работать через эту технологию с некой такой как бы пластикой тела. Да? То есть вы работаете так, что любые внешние элементы, определенную форму, там, норму тела, вечное развитие тела настраивают именно в структуру бесконечной жизни. И дальше, там, добавляя какие-то элементы именно специального вечного развития, вы можете видеть события, которые нужно там как-то рассматривать заранее, учитывать места. Это, в общем, достаточно мощное управляющее сновидение, потому что умение работать с физическим телом — это мощное, в том числе и прогнозное такое управление. Поэтому старайтесь делать в этой системе именно прогнозное управление, тогда получается, что вы из элемента сознания всегда физическое тело себе создадите. Вот в этом есть основной элемент управления. Умение через мышление, через прогнозную характеристику иметь собственное физическое тело или там любого другого человека. Именно в вечном развитии. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю.